От пациентки. Второй месяц беспокоит боль в правой кисти, в большей степени болит между большим и указательным пальцем. Не могу его отогнуть влево. При нажатии на верхний сустав указательного пальца больно. Также больно у основания указательного пальца. Работаю с мышкой. Кисть стала какой-то неподатливой. И сама рука какая-то расслабленная. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 1965 года рождения, дата исследования 19 января 2025 года. Область исследования – правая кисть кости проксимального ряда запястья, атай-дави пальца. Ладьевидная, полулунная и трехгранная кость имеют обычную форму. Структуру, сустав кисти и межзапястные суставы с признаками субхондрального склероза. Суставные щели умеренно сужены. Кости дистального ряда запястья, атай-дави пальца, кость трапеция, трапециевидная кость, головчатая и крючковидная кости имеют обычную форму. Структуру, суставы между данными костями патологически не изменены. Медиакарпальный сустав без особенностей. Запястно-пястный сустав IV пальца, суставы с признаками субхондрального склероза. Суставные щели умеренно сужены. Обращает на себя внимание трабекулярный отек дистальной половины пястной кости, скопление жидкости в одном плюсне фаланговом сочленении. Пястные кости IV без патологических изменений, структуры губчатого вещества не изменена, трабекулы не разрежены, сесамовидные кости в области головки пальца без нарушения целостности. Проксимальные фаланги IV пальца патологически не изменены, структура костной ткани не нарушена. Пястно-фаланговые суставы IV пальцев, суставы с признаками субхондрального склероза. Суставные щели умеренно сужены. Фаланги пальцев без патологических изменений. Средние и дистальные межфаланговые суставы с признаками субхондрального склероза. Суставные щели умеренно сужены. Мягкие ткани в зоне сканирования интактны, без особенностей. Заключение. МР-картина трабекулярного отека пястной кости, артроза мелких суставов правой кисти второй степени. Рекомендована консультация ревматолога. 20 января 2025 года. КМН, доцент Котов МА, заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. В суставах кисти есть признаки артроза второй степени, что дает боли, чувство неудобства. Также есть трабекулярный отек первой плюсневой кости, что также дает боли в первом пальце. Вам имеет смысл показаться ревматологу. Вопрос пациентки. Можно уточнить один момент по вашему описанию. Обращает на себя внимание трабекулярный отек дистальной половины первой пястной кости, скопление жидкости в первом плюсне фаланговом сочленении. Пястные кости 2, 5, без патологических изменений, структуры губчатого вещества не изменена, трабекулы не разрежены, сесамовидные кости в области головки первого пальца без нарушения целостности. Проксимальные фаланги первого, пятого пальца патологически не изменены, структура костной ткани не нарушена. Пястно-фаланговые суставы первого, пятого пальцев, суставы с признаками субхондрального склероза, суставные щели умеренно сужены. Я указала в жалобах, что болит между большим и указательным пальцем. Болит на самом деле между указательным и средним. Ниже указательного пальца отек, и он заметен. Получается разрыв между большим и указательным, а боли отек ниже указательного. Фото, где болит, приложила. Прием врача-хирурга-ортопеда только 31 января. На 23 января назначена колоноскопия. Подскажите, пожалуйста, мне можно ее делать, учитывая отек на пальце? Есть ли срочность приема? Я встревожена. Собралась морально на колоноскопию, и тут еще отек. Ответ. КМН Котова МА. Отек в первой плюсневой кости, где я и указал в описании. Это не будет противопоказанием для колоноскопии. Вопрос пациентки. Боль во втором пальце. Это от отека? Ответ. КМН Котова МА. Скорее от артроза. Отека кости там нет.